Это потоковое шоу, о котором все говорят. Номер один на канале Fox News, номер один на Fox Nation. Такер Карлсон вернулся со стоянки студии Fox в солнечном Лос-Анджелесе. С возвращением! Как вы только что слышали со стоянки студии Fox здесь, в Лос-Анджелесе, мы объявляем о предстоящем втором эпизоде сериала «Оригиналы» Такера Карлсона на канале Fox Nation. Итак, одна из тем, которую мы решили затронуть, потому что мы можем это сделать, это увечье крупного рогатого скота, о котором вы, возможно, слышали, от которого отказались. Но оказалось, что это происходит уже много веков по всему миру. Зафиксированы десятки тысяч животных, в основном домашнего скота, найденных мертвыми и изуродованными при обстоятельствах, которые никто не может объяснить. Найдена туша с частями тела, частями, не имеющими никакой коммерческой ценности, удаленными с хирургической точностью. Были найдены мертвые коровы с антикоагулянтами в крови. Что это такое? Мы до сих пор толком не знаем. Мы знаем, что свидетели сообщали о самолетах без опознавательных знаков на некоторых из этих сцен. Правоохранительные органы, включая ФБР, тщательно расследовали эти случаи на протяжении десятилетий. И на данный момент никто точно не знает, что происходит. Что такое увечье крупного рогатого скота? Какой-то культ? Нет, это не так. Мы это знаем. Поэтому во втором сезоне мы глубже изучили увечье крупного рогатого скота. И чтобы внести ясность, это уродливая тема. Это преступление, и некоторые фотографии, которые вы сейчас увидите, графичные и ужасные. Так что знаете это, когда смотрите. Вот оно. Мы нашли мертвого быка. У него отсутствует репродуктивный орган. У него отсутствуют яички и пенис, а животик исчез. И я спросил, что? На копыте можно найти ни единой капли крови, на земле ничего нет, и падальщики его не съедят, и оно не сгниет. По меньшей мере 10 случаев заболевания в Соединенных Штатах. Шериф округа Харви сказал людям быть начеку после того, как кто-то извлек органы из пули. О том периоде, когда они были удалены хирургическим путем. Мы не решили ни одной из них. Это почти так, нет никаких доказательств. В настоящее время у департамента шерифа нет никаких зацепок. Если бы вы попросили нас повторить этот процесс и не оставлять улик, я не думаю, что это было бы возможно. Это немного напугало многих людей. Инопланетяне прилетели и забрали наших животных. Это величайшее нераскрытое серийное преступление в истории. По этому поводу существует множество теорий, но мы хотим начать с доказательств. Мы знаем, что произошло. Как это могло произойти? Таким образом, мы обнаружили, что люди действительно знают ответ. Сет и Скотт Перкинс десятилетиями были мясниками крупных животных. Возможно, вы знаете их по YouTube. У них огромное количество подписчиков на их канал под названием «Бородатый мясник». Мало кто знает больше о деталях того, что потребуется, чтобы расчленить 2000-килограммового быка. Поэтому мы попросили их выйти, присоединиться к нам сегодня и получить их оценку происходящего. Скотт Перкинс, большое спасибо, что присоединились к нам. Спасибо, что пригласили нас. Мы знаем, что это произошло. Вы убили много животных. Начнем с вас, Скотт. Основываясь на том, что мы знаем о том, что случилось, скажем, с изувеченным скотом. Согласуется ли это с тем, что сделал бы мясник? Насколько это трудно сделать? Нет, это не так. И поэтому коммерческая ценность заключается в том, почему вы забиваете скот. Верно. И это сложный процесс, на изучение которого уходят годы, скажем, 12 или 18 месяцев, особенно если вы выполняете весь процесс целиком. Таким образом, нет никакого объяснения тому, почему вы приложили усилия, чтобы просто удалить пару деталей, которые, честно говоря, не имеют для них никакой коммерческой ценности. Так, насколько сложно было бы это сделать? Учитывая то, что мы делаем, был найден крупный рогатый скот с удаленным одним из желудков. Например, насколько трудно сделать что-то подобное? Номер. Извините меня. Во-первых, у вас должны быть правильные инструменты. Так что у вас должен быть правильный нож с правильным лезвием, потому что если у вас нет острого ножа, вы никогда не сможете чего-то добиться. Возможно, вы и смогли бы этого добиться, но это будет выглядеть так, как будто вы не знали, что делали. Если эти животные были найдены с удаленными хирургическим путем кусками и не оставляющими большого количества зарубок при разрезании, значит, кто-то знает, что они делают. Верно. Вот и все. Чтобы оценить возникшую здесь трудность. Как мы слышали, это должно быть какой-то сатанинский культ, который действует, я думаю, на протяжении веков в странах по всему
всему миру. Но тот, кто это делает, знает много об анатомии этих животных и обладает высоким мастерством. Это правильно? Да, и, честно говоря, мясники с таким уровнем квалификации, как у нас, становятся все реже и реже в Соединенных Штатах. Так что даже найти мясника, обладающего такими навыками, будет сложно. И если бы вы не были мясником, вы бы устроили беспорядок на месте происшествия. У вас останутся следы, у вас будет кровь, у вас будет кровь. Разрезы будут неточными. Они могут быть не в том месте. Требуются месяцы, чтобы выяснить, где разрезать, чтобы действительно попасть в тушу. Собираетесь ли вы выпотрошить ее? Или собираетесь искать определенный орган или определенную его часть? На то, чтобы научиться этому, уходят месяцы или годы. Именно поэтому мы и поговорили с вами, ребята, потому что существует множество теорий фрилансеров по этому поводу. Но никто ничего не знает о том, что нужно, чтобы на самом деле делать то, что делаете вы, ребята. Итак, учитывая то, что вы знаете, есть ли у вас какая-нибудь теория на этот счет у кого-нибудь из вас? Если это правда, то преобладающая теория, по-видимому, состоит в том, что это какая-то внеземная активность. Просто учитывая тот факт, что на месте происшествия нет улик, потому что одна из вещей, которые мы используем в нашем магазине, это тяжелое оборудование. У нас есть подъемники и все такое. Если у вас есть пуля, она может весить от 2000 до 2500 фунтов. И даже если у вас есть животное в поле, и вы хотите просто добраться до другой стороны, чтобы удалить его часть, это очень сложно. Вам нужно много рычагов, чтобы передвинуть его или перевернуть. Я не уверен, что хочу найти человека или существо, которое это совершило. Вы согласны с этим? Потому что кто бы захотел идти на эту работу? Если только куски, которые они берут, не имеют ценности, я не думаю, что человек захотел бы идти на дополнительную работу для выполнения этих задач. С чего бы вам это делать? В 20 милях от асфальтированной дороги в Нью-Мексико нет гидравлики. Вы этого не сделаете. Не просто для развлечения в выходные с приятелями. Для этого нет никаких причин. Спасибо вам за проверку реальности. Просто исходная информация с доказательствами. Я думаю, вы выразились очень ясно. Спасибо вам, ребята. Если вы не мясник. Это верно. Спасибо, что пригласили.